Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. В Милане в рамках недели моды состоялся показ коллекции Gucci «Весна-лето 2025». Всего за год до нынешней презентации модный мир познакомился с дебютной работой Сабата де Сарно, где он выступал в роли креативного директора дома, сменив на руководящем посту Александру Микеле. И вот сегодня дизайнер подводит итоги своего первого, пусть и недолгого, но самостоятельного периода в творчестве. Ранее итальянский модельер начинал свою карьеру в Прада, позже работал в Dolce & Gabbana и Valentino, но никогда не занимался креативным руководством. Встав у руля именитого люксового бренда с вековой историей, Сабата де Сарно хоть и задал себе задачу обновить ДНК марки, однако этот шаг не предполагал каких-то кардинальных переделок. Основным желанием дизайнера было возвращение к более классическому Gucci после венецианского карнавала и театральных либо цирковых творений его предшественника Александра Микеле. В комментариях к показу модельер утверждает: «Эта коллекция определяет мой завершающий путь созидания. Момент по моменту я создавал свои идеи для Gucci. Покрой одежды, нижнее белье, кожа, силуэты 60-х – все это подано в сочетании с наследием бренда и абсолютно всегда с уважением». Поэтому, согласно объяснениям автора модной линейки, гардероб на весну получил необычайно красноречивое название – «Повседневное величие» или «Непринужденная роскошь». И пусть в фэшн-сообществе последние несколько месяцев часто заявляют о значительном сокращении коммерческой выручки компании и падении продаж на сокрушительные 20%, о незавидном положении модного дома и утерянных надеждах на процветание, тем не менее о бренде говорят, его новые коллекции обсуждают, а на презентации мы видим настоящий аншлаг, где зрительские ряды вдоль подиума буквально переполнены звездами. У входа собралась довольно многочисленная толпа поклонников, и папарацци даже пришлось потолкаться, чтобы успеть захватить в объектив прибывающих на шоу именитых гостей, многие из которых, к слову, были в нарядах из предыдущей коллекции. Модное действо устроили в здании Городского института искусств, в музее дизайна Триеннале. Как объясняет сам креативный директор, выбор данной локации – в этом сезоне Gucci еще больше переплетает свою идентичность с ценностями музея, желая объединить искусство, дизайн, архитектуру и современные взгляды. Настроение, общую атмосферу показа получилось задать с помощью цветовых решений в оформлении подиумного пространства. Модели двигались по длинному извилистому коридору, стены и пол которого были окрашены в цвета заката, постепенно меняя оттенки от более светлых до красно-оранжевых. По своей сути, представленная сегодня линейка образов, со слов дизайнера, это приглашение остановиться, поразмышлять и насладиться красотой настоящего. Как красноречиво выразился де Сарно, нынешняя коллекция о моментах, которые нужно ловить и проживать интенсивно. На создание модного гардероба его вдохновили воспоминания о летнем отдыхе на острове Форментера. Однако своей музой дизайнер выбирает Жаклин Кеннеди, одну из самых знаковых клиенток Gucci и одну из самых популярных женщин своего времени, законодательницу моды, красоты и изящества в Америке и Европе, героиню светской хроники, первую леди начала 60-х. И хотя дефиле стартовало, как вы уже успели заметить, друзья, с более сдержанных базовых силуэтов в нейтральной палитре, это свободные брюки с разрезами в сочетании с короткой курткой либо простой майкой и белыми кроссовками, что как-то не вызывает ассоциаций с Кеннеди. Но по мере развития модного действия вы точно не оставите без внимания архивные принты на платках, повязанных на голове, большие солнцезащитные очки и широкополые шляпы, напоминающие о ее вечной элегантности. Еще один важный момент – часть представленного на подиуме гардероба отсылает нас уже не в 60-е, а в 90-е, и даже есть вещи из 40-х и 50-х. Да, дизайнер затронул сразу несколько модных эпох, что в очередной раз подтверждает его желание работать с архивными трендами, но, конечно же, в обновленном современном исполнении. Так в коллекции появились трикотажные платья прямиком из линейки Tom Ford 1996 года. Только вот любая из версий де Сарно отличается более глубоким цветом, мягкой драпировкой или тонкими завязками, золотыми украшениями в форме бамбука. Есть еще варианты винтажных моделей сумок и всем известные лоферы, которые теперь превратились в сапоги с плотно обхватившим ногу голенищем. Отдельной строкой отмечу вещи из рафии. При дальнейшем просмотре, друзья, вы точно не оставите без внимания пальто в экстремальном зелено-желтом цвете и с едва заметным флористическим рельефным узором. Не менее восхитительно смотрелись наряды, расшитые бисерной бахромой и зеркальными пайетками.
Ближе к финалу, вместо заключительного блока образов для вечернего выхода в свет, дизайнер продолжает держать курс на повседневность, но делает это ярко, роскошно, поэтому обязательно досмотрите видео до конца, где вас ждет новое направление casual, представленное Десарном. Это роскошные пальто оверсайз с длинным, как шлейф, подолом, которые модели носили в союзе с мешковатыми хулиганистыми джинсами и трикотажными майками. Каждый из аутфитов здесь стал воплощением современного стиля джет-сет. На вопрос «почему так?» дизайнер дает простой и понятный ответ: «Потому что я люблю создавать одежду для людей, для реальной жизни и в любой обычный день видеть ее на людях». Что можно сказать по итогу? Перед стартом показа в мире моды витали слухи, что это будет последнее шоу для Gucci под нынешним креативным руководством. Но учитывая общую положительную, позитивную энергетику коллекции, переполненный звездами первый ряд, многие из которых были в нарядах бренда, можно предположить, что нас обязательно ждет продолжение модной истории от Sabata de Sarno. Впрочем, время покажет. А сейчас очень хочется услышать вашу версию, мои дорогие подписчики и гости канала. Пишите комментарии, отмечайте видео лайком или дизлайком, ведь мнения бывают разные. Приятного просмотра, всем красоты, нескучного дня и по-летнему солнечного настроения!